Штриховка бровей. Как правильно рисовать. Форму рисуем полупрозрачно, наметочно, очень легко, чтобы она не мешала, потому что мы будем стараться создать воздушный контур. И первый вариант. Мы немножко отступаем от головки, примерно миллиметров 5. И начинаем штриховать. Параллельными телу брови штрихами, как мы это делали в предыдущих упражнениях, чтобы было мягкое начало у этого штриха и мягкое окончание. К внешней части тела брови мы делаем нажим слабее, либо шире шаг. Зависит от метода. Потом идем дальше. И то же самое штрихуем, просто продолжением, как бы делаем продолжение штриха, чтобы не было стыка между вот этими двумя штрихами. То есть она должна смотреться единой. Таким образом, все без конца проштриховываем брови, пока не добьемся вот этой вот единородности. Ну и в хвост уходим. В головке можно тоже потом, когда мы поняли, какой нажим, возвращаемся к головке и доводим ее до ума. Вот это бровь, которая формируется полностью параллельными ее, как сказать, телу движениями. Просто в самой головке у меня вообще максимально воздушный штрих прям, и она будет воздушная. Уплотним мы ее потом повторным проходом. То есть не надо стремиться с первого прохода сделать идеальную бровь с тенями, полутенями. Ну, потому что никто не работает с первого раза. В кожу пигмент не кладет так или иначе, несколько проходов бывает. К внешней части брови мы либо делаем шире шаг. Шаг — это когда между штрихами появляется какое-то расстояние. Либо слабее нажим. Обязательное условие всегда — это когда в изломе брови, вот здесь штрих может быть слегка таким, как бы, загнутым. В изломе максимальная насыщенность обычно в хвосте, но в хвосте проще всего заглубиться, поэтому в хвосте мы нажимом не делаем яркость, а просто плотностью штрихов мы делаем яркость. Поэтому отточите это еще на этапе рисования. Самые основные все проблемы в хвосте от того, что усилие такое же, как в головке, а на висках кожа другая совершенно, и почти всегда это заглубление. Таким образом вы проходите всю головку. Всегда от внутренней части мы это делаем к внешней, потому что с внутренней части вот здесь нам нужна самая четкая линия, у нас здесь самые уверенные штрихи, самые плотные, и потом постепенно они ослабляются к внешней части. В изломе брови обычно бровь самая насыщенная, то есть здесь надо таким образом добиться плотной штриховкой максимальной яркости. Все, то есть вся бровь создается параллельными друг другу штрихами. Вообще я совершенно не меняла угол. То есть вот здесь, если у меня головка полукруглая, я просто каждый штрих начинаю чуть как бы позже, раньше, да, получается, раньше. Ошибки какие в рисунке в параллельном? Когда мастер начинает работать, его штрихи нестабильные, они скачут. Вот первая ошибка. Он прошел до контура, потоптался в контуре и пошел назад. И вроде бы он все сделал правильно, клал хорошо штрихи, но вот это вот движение, его никто не может избежать, когда он назад возвращается, создается контур в верхней части, это неприемлемо совершенно, здесь должен быть на вылет, то есть я для своих мастеров это ввела. Потом вот такими параллельными штрихами очень часто создается либо квадратная головка, либо головка вообще с, как это сказать, с градусом неприемлемым угла, когда она не то что 90 градусов или там меньше, а наоборот больше. Сколько это градусов будет? Ну, вообще угол. Так нельзя работать. Надо начинать, чтобы головка мягкая была. Так, что еще? Потом еще, когда штрих скачет, то есть ты прошел раз, потом вернулся, прошел 2, 3 прошел, и получается, что каждое движение попадает часто в один и тот же штрих, а пустоты так и остаются. И ты стираешь, и оказывается, что вот тут пустоты, их надо заполнить, ты туда лезешь, пытаешься заполнить, сажаешь пятна в итоге. Тоже ошибка, неправильно. Поэтому штрих должен быть просто очень равномерный, друг на друге почти лежащий. И четвертая ошибка, самая вот частая, это когда вот прошел мастер штрих,
а потом следующий штрих прошел он. Здесь сейчас будет плохо видно, вот здесь будет видно. И у него получились вот такие вот стыки. Это когда штрих один, и на нем лежит уже начало следующего. И в этом месте темное уплотнение, в этом светлое. И это сравнять практически невозможно. Вы будете вынуждены все закрашивать настолько плотно, ну, как неправильно. Следующий вид, как мы штрихуем брови. То есть тут зависит от, не знаю, любви мастера к тем или иным положениям штрихов. То есть можно отделить головку вот примерно там 5 миллиметров и начинать штрих. Он полностью такой под углом, как бы через все тело идет. Это может сделать только прям опытный мастер, либо можно начинать вот здесь вот внизу тела брови, пройти миллиметра 2-3, и потом от него уже вот таким образом. Но ваш штрих должен быть абсолютно стабилен, он должен начинаться и заканчиваться в одном и том же месте по верхней части. Даже мне это на широкой брови тяжело. Либо это можно делать, так как нижняя часть у нас самая плотная всегда должна быть. То есть вы проходите сначала низ, примерно там пару миллиметров, чтобы зафиксировать его по всей брови. И затем вы делаете, бровь делите пополам, потому что если она широкая, вот это движение создать тяжело длинное. И сначала вы штрихуете плотно низ, таким образом. Потом тут же поднимаетесь и проштриховываете полностью. Получается у вас бровь от темного к светлому на вылет получается такая правильно прокрашенная. Плотная в самом низу, там, где она и должна быть плотная. Это движение очень удобное, если вы сидите из-за головы. И получается потом вы делаете как бы растяжку, и уже бровь, поделенная напополам, ее гораздо проще сделать равномерно прокрашенной. Затем, когда вы уже абсолютно точно поняли, какой нажим, скорость и так далее, вы возвращаетесь к головке, и вот очень мягкими движениями вы создаете от себя тоже к контуру такое движение, чтобы быть уверенным, что вы не заглубились. От этой линии вы идете, получается, в сторону окончания головки, что ли, как сказать, то есть на вылет, чтобы вот эта внешняя часть была уже максимально контролируемая и мягкая. Вот здесь уже потом уплотняетесь, дальше идете вторым проходом тоже. Вот так правильно. И всю ее вы проходите, бровь, потом мы переезжаем на уголок, и вот здесь вот тоже получается к себе ведете и до угла ведете, добиваетесь нужной плотности. В хвосте то же самое, вот так вот к себе вы ведете, вот здесь сначала фиксируете, потом к себе ведете. То есть вот как раз вот нужная нам внешняя мягкость с внешней части стороны будет сохранена. Когда мастер берет и втыкает, и вот его штрих неравномерный, и он, во-первых, оставляет пустоты, и опять-таки он будет вынужден к ним вернуться. Во-вторых, он выскакивает, либо не доходит до контура, то есть он должен четко в одном и том же месте заканчивать, а обычно это выглядит как такая рваная волнистая линия по внешнему контуру. Начинает прямо от начала головки свои штрихи, потому что, не зная, как ложится именно в эту кожу пигмент, он может сделать вот такое заглубление грубое в начале, а это самая воздушная часть в головке, поэтому всегда отступаем и сначала прокрашиваем всю бровь, потом возвращаемся к внешней части головки брови, мы рисуем вот воздушность. Если вы насажали пятен горизонтально, то можно, то есть если у вас где-то здесь вот такие вот стыки появились, даже карандашом это будет видно, такие стыки, то вы можете потом вертикально до них дойти, постараться это дело исправить. Потому что горизонтально вы насажаете еще штрихов, стыков. То есть вот таким образом вы можете попытаться исправить это дело. Потому что, так или иначе, у многих мастеров такие ошибки, у новичков случаются. Короче, как бы смешанная техника, в итоге решетка создается такая своеобразная. Именно на губах важны будут вот эти штрихи, когда маленький штрих для бесконтурной фиксации эскиза, который четко начинается в одном и том же месте и заканчивается в одном и том же месте. И вот так надо пройти всю губу. Вот здесь, обычно я так делаю, до контура я довожу. И вот здесь я веду уже к себе. Почему вот в этом упражнении это было важно, научиться и от себя, и к себе под углом во все стороны штриховать. Потому что вот на губах это, конечно, очень сильно пригодится. Вот, получается, с внешней стороны к себе. И то же самое нижняя часть от себя.
из внешней части к себе. И получается сначала вот такой штрих, он под острым углом к контуру идет. Потом вы этот штрих расширяете. Таким образом вы сделаете растяжку мягкую. Она всегда будет мягко заканчиваться. Очень красиво. И даже если вы сделаете контур с растушевкой, таким образом, то есть вы же меняете положение слегка, когда голову можете повернуть. То есть это такая вот вещь. Вот это место, оно всегда будет мягким и одной толщины примерно, вот так по губам. И вот если даже вот это место нужно оставить пустым, то вот как бы во всю ширину штриха вот здесь вот остается мягкое место очень, потому что вы везде здесь работали на вылет, и движение ваше заканчивалось очень легко. То есть основная плотность у контура будет, а здесь мягко. Вот. И то же самое сверху вы должны научиться делать. Но к этим упражнениям приходить только после того, как вы сполосуете, не знаю, десятки листов бумаги, и когда вы будете видеть, что ваша линия абсолютно стабильно, идеально, ровно прокрашена, под каким бы углом это ни было, нету стыков, нету нахлестов и так далее. Вот мы берем и рисуем вот эту спиральку, да? Даже я увеличу, вот спираль наша идет. Вот в каждом вот этом месте это будет пятно в итоге. Научитесь, вот если вы хотите рисовать без пятен, работать, то спираль забудьте. Вообще вот это движение, оно всегда идет вот таким образом от себя, очень стабильно рядом. Везде, на любой зоне практически это работает. Если вы будете вот так работать, туда-сюда, у вас так или иначе где-то будут пятна создаваться. Если вы будете даже плотную вот такую спираль делать, у вас где-то вы дважды прошли, вот даже после 2 проходов уже видно, а где-то у вас пустоты. Вот сюда потом вернуться и закрыть именно эту пустоту крайне сложно. Вы вернетесь еще раз, пройдете, у вас в темные места усилятся, светлые, скорее всего, останутся. Поэтому я своих мастеров учу уже очень долго рисовать движение в одну сторону всегда. Я даже вот такое движение неприемлемо, потому что чаще всего получается в одну сторону на вылет, а в другую воткнул. На вылет воткнул. И получается очень некрасивые в итоге растушевки пятнистые. Но мастерам, не художникам, вот именно навык этот нужно прививать себе, постоянно рисуя на бумажках в первую очередь. Поэтому спиральки, мне тоже, когда я училась, самое первое обучение получала, мне говорили, хоть звездочками рисуй, лишь бы плотно было. Ни хрена подобного. В день вы должны делать минимум 10 листов вот этих упражнений. По 3, каждый хотя бы упражнение с отрисовкой. Начинайте сначала с простого, штрихи. Сделайте 10 листов штрихов, потом, когда вы увидите, что у вас стабильный штрих, правильный, начинайте усложнять. Делайте 10 листов вот этих штрихов, потому что скакать сразу на брови – это неправильно, у вас, скорее всего, не получится, это трата времени. Когда вы научились абсолютно стабильно укладывать вот эти штрихи в любую сторону, вы переходите уже тогда к бровям и губам. И рисуете десятки бровей и губ разных форм, разных толщин, потому что тонкую бровь рисовать гораздо проще, чем широкую бровь. Ее надо разделить. Делайте этих упражнений как можно больше, минимум 10 листов каждый день, пока не станете совершенствами. Дней примерно через 20 вы заметите очень серьезный прогресс в себе, и вы можете тогда смело приступать и все то же самое делать на латексе, потому что машинкой будет совсем другой эффект с самого начала, и вряд ли у вас что-то получится. То есть все те же самые упражнения вы делаете на латексе. А как работать на латексе, смотрите в наших видеоуроках.